Привет, с вами Алена, Лена и наш капитан Айра, тот самый, с которым мы познакомились в прямом эфире. Кстати говоря, он работает дальнобойщиком и приехал к нам просто по пути с рейсом. И тут нужно упасть в обморок, потому что ноги были просто в земле. И знаете, что я вам скажу? Ноги можно помыть, и ничего страшного в этом нет. Человек работал, и у него случились какие-то неприятности. В общем, где-то пришлось ему сильно испачкаться, но благо у нас в новом салоне есть душ, и мы прекрасненько помыли ему ноги, справились со всем. Кстати говоря, однажды у него было даже вот такое воспаление на пальце, прямо с гноем, и он страдает от вросших ногтей, от скрученных просто в бараний рог. Вот они такие круглые, арка очень сильно деформированная, и, конечно, это доставляет ему большие неудобства в жизни. Поэтому мы сейчас приступаем к работе. Здесь я хотела показать фрезу, ту, про которую уже упоминала. Она у нас от торговой марки Кристалл, по-моему. Ну, ссылку точно на нее оставлю. И это специальные фрезы, которые сделаны для подолгов. А еще я засветила свою новую вытяжку от Fablanc. Действительно классная штука. Там есть и свет, и пылесос. Но вернемся к нашему герою. Что я хотела про него рассказать? Он давно страдает врастанием ногтевых пластин и боролся с ногтями, точнее не с ногтями, а с этими проблемами очень разными способами, но ни разу не ставил коррекционную систему, поэтому мы решили поставить именно ее. Также я у него расспросила, как он раньше справлялся с подстриганием ногтей. Он говорит, что бывало сам, бывало жена поможет. Ну вот в этот раз все зашло слишком далеко. Ногти стали толстые, и подстричь их, конечно, у него не получилось. Но и не мудрено, ведь для этого нужны специальные инструменты. И такие есть не у всех дома. Вот обратите внимание, у нас, например, специальные кусачки для ногтей, они из очень твердого материала, то есть из твердой стали там, или железа, не знаю, как это правильно называется, но главное, что они не гнутся в тот момент, когда ты стрижешь ими ноготь. А домашние ножницы или книперсы, конечно, этого просто могут банально не выдержать. По поводу ржавчины на инструменте, я ее тоже вижу, и это значит, что пора воспользоваться сферой. Ну а мы тем временем наносим Пронтоман спрей. Это нужно для того, чтобы обеспечить эффект распаренной кожи. И сейчас будем использовать уже более точный инструмент. Это кюретка и пряморежущие кусачки. Потому что сейчас нам нужно вычистить все из пазух, все, что можно оттуда достать. А там скопилось достаточно продуктов жизни и деятельности. Обратите внимание, сколько всего можно оттуда вытащить. Просто человечка можно собрать при желании. Но нам, конечно, этого не нужно, поэтому мы просто вычищаем. И сейчас еще очень хорошо видно, какие вмятины на коже остаются от врастания ногтей. Естественно, это доставляет огромный дискомфорт владельцу этих ног, и нужно с этим поскорее разобраться. Срезаем все, что можно убрать для того, чтобы облегчить состояние, и уже сейчас ему стало легче. Не забываем истончить ногтевую пластину. Я в самом начале показывала, что это делается фрезой. Она твердосплавная и создана специально для работы по ногтю и для работы по коже, не для снятия. Хотя снять материал ими тоже возможно. Я это попробовала. Такую фрезу можно применить, например, если у вас пришла клиентка с очень толстыми ногтями после, предположим, неудачного наращивания. Ну а сейчас мы этой фрезой будем работать по ногтям и по коже. Многие подумают, что это будет больно, но это совершенно не так. Эти фрезы, видимо, в силу расположения этих насечек, они не так сильно греются, как другие, поэтому клиенту очень комфортно. И уже не раз мы тестировали, они говорят, что очень так приятненько, никакой вибрации, все мягко, как маслечко снимается. Вот таким образом убираем. Конечно, самого педикюра в планах не было, просто решили подстричь ногти, как бы жалко их такими оставлять. Естественно, весь фокус у нас на большой палец, и вот сейчас приступаем к подготовке, к нанесению специальных средств для того, чтобы установить титановую нить. По поводу титановой нити, что я хотела сказать. Сколько бы мы ни показывали, как бы подробно не рассказывали, как это делается, все-таки без прохождения соответствующих курсов и обучения я это делать крайне не рекомендую. Потому что на курсе рассказывается не только последовательность нанесения жидкости и способ установки этой пластины, но также разбирается строение ногтевой пластины, причины врастания ногтей,
и многое другое. В общем, ребята, учение света, а не учение тьма. Видео это, конечно, хорошо на ютубе, но все-таки я за то, чтобы пройти курсы и точно знать, что ты делаешь, чтобы не навредить. Потом надо знать, какие составы и так далее. Во всех школах учат очень разному, то есть одни работают на одних материалах, другие на других. Я могу оставить ссылку на то место, где обучались мы, это будет в описании под видео. Москва, пожалуйста, кому интересно. Ну и вообще можно приехать из другого города, мы вот из Казани приезжали, потому что нам было очень нужно, поэтому кто реально заинтересован, нужно приехать и просто обучиться. По поводу, кстати, сейчас смотрю на волосы на пальцах и думаю, что, наверное, депиляцию предлагать не стоило все-таки мужчинам, но почему-то после комментариев о том, что неужели нельзя было убрать волосы на ногах, я каждый раз об этом думаю. Хотя волосы бывают и у женщин, и даже у меня есть 3 волосинки, я как-то с ними так живу, справляюсь. Короче, давайте будем добрее, я вот что хотела сказать, потому что часто показываешь какой-то интересный, полезный контент, и раз так, а вы волосы не убрали. И да, у меня есть видео, где я все-таки убрала один раз волосы, это была моя сестренка, она потому что стеснялась, она говорит, вот у тебя там в комментариях пишут, сейчас они тут будут писать, что у меня пальцы волосатые, у нее там тоже целых 3 волоса есть. В общем, там мы ей это сделали, это было такое интересное мероприятие. Ну а мы уже заканчиваем установку коррекционной системы на первой ноге, и обратите внимание, их здесь 2 штучки. Можете пофантазировать в комментариях, с какой целью поставлено было именно 2. Но я думаю, что ответ на поверхности и все очень очевидно. Но тем не менее оставлю вам пространство для догадок. И скоро мы перейдем уже ко второй ножке. И там, забегая вперед, скажу, что ситуация попроще. Там не так все сложно, как на этой ноге. Врастание есть, скрученность есть, но не в такой степени. А здесь просто остались огромные лыжни. И сейчас ему точно стало легче. А вот и наша вторая ножка, которая тоже требует обязательно подстригания свободного края и, естественно, установки коррекционной системы. Тут мы снова наблюдаем истончение. Давайте немножко поговорим об этом. Для чего же мы спиливаем ногтевую пластину? Если в маникюре не приветствуется перепиленная ногтевая пластина, да, слишком тонкая, потому что с нее будет отваливаться покрытие и прочее, то в педикюре в некоторых случаях нужно убрать толщину ногтя для того, чтобы он стал чуть более податливым и даже немного раскрылся. Вы можете, даже если у вас будет такой клиент, у которого очень скрученные ногти, после работы твердосплавной фрезой, или можно даже сделать это пилкой, просто будет дольше, вы можете сделать фото до и фото после того, как вы спилили толщину. Вы можете заметить, что ноготь немножко после этого раскрывается, то есть человеку становится чуть-чуть легче. Естественно, это не панацея и не способ борьбы с уросшим ногтем, но это такая манипуляция, которая позволит коррекционной системе сработать чуть быстрее и облегчить состояние клиента. А еще я вот сейчас смотрю на это все и думаю, почему у меня слюнки текут. У вас тоже, наверное, да, такое бывает, что смотришь на все вот эти ковыряния, и просто я прямо заливаюсь слюной, пока озвучиваю видео. Даже как-то немножко неудобно становится. Ладно, вернемся к нашим ногтям. Вы спросите, какой спрей мы тут используем. Это специальный спрей, который оказывает эффект размачивания. Это Prontoman спрей. Также есть аналог этому спрею, более бюджетный, доступный по цене. Он в торговой марке Atis. На эту марку я также оставлю ссылку, потому что мы работаем этой продукцией под дисками от Atis. Мы очень много работаем пилками. И, конечно же, масло – это вообще наш must-have, то есть мы его и клиентам предлагаем на домашний уход, и используем ежедневно в работе. Ну так вот, у них есть специальный тоже спрей, который является аналогом. Отличный аналог по цене, там хороший объем и действие оказывает то же самое. Почему мы использовали здесь Prontoman спрей? Скорее всего, потому что он просто стоял под рукой, потому что в работе очень много разной косметики, и иногда берешь просто то, что было поближе, возможно, тот просто забрали. Дальше мы продолжаем вычищать все, что скопилось под ногтями, скопилось и на этой ноге тоже немало. Только посмотрите, сколько всего тут достается. И вот с каждым движением я чувствую прям нереальное облегчение. Хочется даже немножко выдохнуть.
выдохнуть. Бафик мы также используем как и в покрытии перед подготовкой к установке коррекционной системе. В самой коррекционной системе, которую мы заимствовали у стоматологов, мы используем примерно тот же набор жидкостей, что и в гель-лаковой системе, за тем исключением, что они сохнут в специальной лампе, то есть лампой для гель-лака вы это просушить не сможете. Это такая же лампочка, которую вам засовывают в рот в стоматологи, когда ставят пломбы. Ну а сами вот эти гели, они называются композиты, и они также используются стоматологами, когда они вам ставят пломбы. И такой же здесь есть праймер, и такой же есть обезжириватель. В общем, все то же самое, только немножечко на стоматологическом языке, так скажем. Я не знаю, кто-то, может быть, пробовал, мне часто задают вопрос, типа, а можно обычными гелями там, или полигелями это сделать? Честно, я сама не пробовала. Если кто-то пробовал, напишите, но почему-то я побаиваюсь, что это будет держаться. Кстати говоря, здесь у нас обнаружилась ранка, поэтому мы ее заклеили клеем BF. Тоже один из способов, очень хорошая штука. Я сама иногда этим пользуюсь, когда порежусь, потому что он прекрасно закрывает рану. Очень советую такое средство иметь у себя дома, даже в аптечке. Ну так вот, возвращаясь к способу по поводу гелей, да, если кто-то использовал гели или полигели для установки титановой нити, обязательно напишите, мне очень интересно, работает это или нет, просто на клиентах не хочется ставить эксперименты, хотя, наверное, можно было бы и на себе, но, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. А тем временем Лена, да, кстати, совсем забыл сказать, Лена у нас заработает, это же наш первый клиент, я в конце ее покажу. Лена у нас тем временем устанавливает тампонаду, чтобы все было максимально комфортно. Тампонада обязательно из синтетического материала, чтобы он не гнил. И вот я тайком сняла немножко Лены, она была очень довольна и счастлива, потому что у нас новый кабинет, первый клиент, и мы просто были очень-очень рады. А вам большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Берегите себя и свои ногти.